Господи, прошу Тебя, помоги моей доченьке преодолеть страх, который терзает ее сердце. Пошли ей защитника и надели смелостью». С этими словами женщина с трепетом на лбу погрузилась в молитву в маленьком храме на окраине города. Слезы тихо струились по ее щекам, оставляя следы на ее коже, как отражение глубинной боли и беспокойства. Людмила склонилась к иконе, прижимаясь ко святому лику лбом, изливая душу в молитве, словно намереваясь передать Богу всю тяжесть своего сердца. Для нее это было не просто обращение к Богу. Это был ее отчаянный крик о помощи, ведь семейная вязь страха сжимала горло ее дочери, заставляя ее страдать и испытывать муки, разрушая ее внутренний мир. Хотя Людмила и считала, что обращаться к Богу можно где угодно, именно в стенах храма она искала спасение для единственного ребенка. Это было место, где каждый уголок пропитан историей и надеждой, дающим ей ощущение единства с высшими силами, когда все вокруг навевало мысли о том, что мир может быть более спокойным, чем кажется на первый взгляд. Сделав кроткий поклон и перекрестившись, женщина позвонила в колокол, но тревога все еще не отпускала ее сердце, как темные тучи, которые не покидали небо в преддверии шторма. Она встала, вздохнула ото сна, сменила взгляд на сводах древнего храма и, прощаясь с внутренней молитвой, покинула святое место, оставаясь с мыслью о том, что все еще не увидела избавления от почерневших страхов, которые сублимировались в ее дочери, как тень в темной комнате. Тем временем Лена возвращалась домой, мимоходом перепрыгивая через малолюдные улицы. Она старалась избежать многолюдных мест, а мысли о тех, кто мог бы ее зацепить, буквально терзали ее душу. Взгляд настороженно метался по сторонам, а внутреннее волнение не отпускало, заставляя сердце колотиться в груди, когда она снова и снова оглядывалась, стараясь угадать, где могут ждать обидчики. Внезапно ее мысли прервали шаги. Позади шли двое юношей, огромные и сплоченные силы, которые медленно и непринужденно беседовали, смеясь и шутя, словно не понимая той угрозы, что они представляют для нее. Девушка ускорила шаг, нервно сжав ладони, которые начали потеть от страха. Этот страх, это напряжение, все это вновь всплыло в ее душе, как дремлющее чудовище, готовое вырваться наружу и поглотить ее. И вот на плечо ей легла чья-то знакомая рука. Лена вскинула голову и увидела Ксюшу, свою одноклассницу, с ухмылкой на лице, производя впечатление, будто ее злорадство рождалось из самого зла. «Ленка, ну ты и трусиха!» Раздался голос Ксюши, полон злорадства и насмешек, оставляя за собой шлейф тревоги, который давил на плечи девочки. Лена облегченно выдохнула, узнав знакомую, но это мгновение облегчения быстро улетучилось, когда вспомнила о том, что Ксюша и ее компания призывали добродушные воспоминания, лишь чтобы снова их утопить под ногами. Рядом стояла и Маша, тень Ксюши, которая с тихим смехом только подстегивала унижение Лены. Эти девочки давно дразнили Лену, зная ее травму и слабость, как будто только так могли подтвердить свою значимость, ловко играя на ее страхах. Слезы на глазах запотевали, но губы сжались, когда Ксюша в очередной раз толкнула Лену, словно домино сбивалось одно за другим. «Глянь на нее, сейчас в обморок грохнется!» Ксюша рассмеялась победно, и тяжесть, словно камень, упала на сердце Лены, когда она упала прямо на асфальт, прочно здесь, на земле, обретая еще одно унижение. Маша, стоя рядом, рассмеялась еще громче, и сквозь ее смех звучала мелодия ненависти, звук, от которого Лена чувствовала боль, как обжигающий ком в горле. А Ксюша, казалось, с наслаждением смотрела на эту сцену, получая от этого удовольствие, как будто их жизнь зависела от того, чтобы унижать и подавлять ее. И тут раздался грозный лай. Перед Леной возник пес темной масти, преграждая путь обидчицам, словно и вправду выступая в роли защитника, именно в тот миг, когда ей это было так необходимо.
Он оскалился и посмотрел на них, будто предупреждая и защищая свою новую подругу от дальнейшего унижения. «Откуда он взялся?» Испугалась Маша, увидев грозный вид пса, который готов был на все ради защитить ее. «Все веселье испортил!» Буркнула Ксюша, пятясь назад, и тут же почувствовала себя неразрывно связывающей свою униженность с ее страхами. «Нашла себе защитника, но в школе он тебе не поможет. Второгодница!» Лена облегченно выдохнула, наблюдая, как девочки скрываются за поворотом, оставляя ее в относительной безопасности. Она с трудом поднялась, морща от боли в локте, покалывающая мысль о том, что, может, ее беду никто не услышит. Однако взгляд ее остановился на спасителе Псе. От его преданности исходит тепло и понимание. «Дар, ты пришел!» — воскликнула она, не веря в чудо, что произошло, все больше веря в нечто большее, чем просто случайность. Пес заскулил, радостно виляя хвостом, подбежал к ней и с облегчением прижал свою морду к ее ногам, словно подтверждая свою преданность. Дар появился в ее жизни несколько месяцев назад, и с тех пор то возникал, то исчезал, как будто подстраиваясь под ее чувства и настроение. В ту ночь, когда она нашла его, он стал для нее символом того, что есть кто-то, кто готов ее защитить и поддержать, даже если окружающий мир по-прежнему казался полным пугающих моментов и зловещих теней. Лена бросила взгляд на пса и, дивясь его дружелюбной природе, вздохнула с облегчением и ненадолго отвлеклась от своих переживаний и страданий, думая, что с ним она может почувствовать себя в безопасности. «Я не отпущу тебя сегодня», — уверенно произнесла она, осознавая, что этот день станет началом нового этапа ее жизни. Но Дар, взглянув ей в глаза, как будто понимая ее намерение, развернулся и, зная, что она будет следовать за ним, побежал вперед. За ним тут же бросилась Лена, полное стремление следовать за ним, и вместе они снова направились в поисках приключений. Она догнала пса, и тот юркнул под забор промышленной зоны, оставляя за собой тени невидимых врагов. Лена, обойдя его, нашла пролом в кирпичной стене расположенного здесь здания и, не раздумывая, пролезла внутрь, переполненная любопытством и жаждой. «Дар!» — позвала она, не зная, что она ищет не только пса, но и понимание, предваряющее смелость и внутреннюю силу. Лай послышался из-под крыльца старого заброшенного здания, и ее сердце забилось быстрее. Подползая туда, Лена увидела кошку и двух крохотных котят, прижатых к ее телу, а чувство нежности охватило ее. Дар склонился к ним, тихо скуля и побуждая Лене понять, что они останутся вместе, ведь их связь только окрепла. Лена, сдерживая слезы, завернула семью кошачьих в свою куртку, ощущая, как их шершавая теплая природа лишь подогревает ее сердце. Вместе с Даром она поспешила в город, полная решимости спасти котят, имея в себе ту же смелость, которую она искала в молитвах. Она бежала по улицам, держа на руках куртку с малышами. Ее сердце было переполнено решимостью и морем страха о том, что может случиться с кошками. До ветклиники было далеко, но, оглядываясь вокруг и вспоминая свое детство в непроглядном страдании, она понимала, что страх, что может быть поздно, гнал ее вперед, напоминая о том, что спасение — это не просто выбор, это закрепление долга, которое крепко держалось в ее сознании. Наконец-то знакомая пятиэтажка, и на первом этаже заветная дверь, ведущая к жизни и надежде на спасение любого, кто этого требует в настоящем мире. «Лена, где ты?» Раздался голос матери по телефону, отдаленный, но словно затягивающий ее обратно в стаи обыденности и тоски. «Мама, я в клинике. Все хорошо, просто задержусь», — торопливо проговорила она, но тут же почувствовала прилив волнения, как внутри нее колотился комок радости и тревоги одновременно. Дар лежал у ее ног, взволнованно меняя положение и глядя на нее, понимая, что их дело еще не завершено и что они должны сделать это вместе.
Когда дверь открылась, ветеринар, увидев их, вскочил, как будто внезапный гость вернулся. «Вы хозяйка кошки?» — спросил ветеринар, устало снимая маску и потирая переносицу, когда с ним обрушился поток вопросов. «Она в порядке?» Лена затаила дыхание. Боюсь услышать плохие новости давящего невидимого грома, который таил в себе новое несчастье. «Все хорошо. Вы вовремя успели. Их состояние стабильное, и можно будет использовать на новую жизнь», — смог он сказать, и стало легче. Когда солнце зашло, вокруг раздались крики радости и облегчения. Лена ощутила, как команда сработала, и она, наконец, смогла вздохнуть с облегчением. Испытала блаженство, как глоток ручья в пустыне. «Спасибо», — выдохнула Лена. Ее голос дрожал от волнения, когда она улыбнулась, словно объект ее заботы стал частью ее жизни, ради которой она готова бороться и сражаться. Доктор обратил внимание на пса у ее ног. «Черныш, опять сбежал», — произнес он, улыбнувшись. «Вы его знаете?» Удивилась Лена, глядя, как ветеринар ненароком склонился к Дару, словно зная все о нем. «Это приютская собака. Часто сбегает», — улыбнулся ветеринар, по-старому явно принося радость. «Хотите его забрать?» «Очень», — не раздумывая, ответила она, ее сердце заполнилось надеждой. «Думаю, никто не будет против. Меня Олег зовут. А вы?» Он пригляделся к ней и к ее озабоченному лицу, как будто видел в ней свет. «Лена, не думаю, что мы знакомы. Добрых людей я бы запомнила». Ее голос звучал искренне. После ее ухода пожилая женщина, державшая в руках кота, прошептала: «Это та девочка. 2 года назад на нее напали. Была веселой, а теперь совсем другая». Олег вспомнил дело, о котором тогда говорил весь город. Он помнил статью, фото Лены и как она исчезла из школы на целый год, преградой на пути дождя и трудных времен. Впереди много изменений, но в каждом из них было время для веры и надежды на то, что каждое утро может принести радость. На даче шел праздник. Жаркое солнце светило ярко, котята гонялись по траве, и Дар, чувствовав тепло, отдыхал рядом. Людмила смотрела на свою дочь с любовью и благодарностью, глядя, как жизнь возвращается с невидимой силой. То была та девочка, которая когда-то боялась выйти из дома, сейчас смеется, обнимая пса, и с полной смелостью и решимостью смотрит в будущее, где покровительство, дружба и поддержка стали ее постоянными спутниками, обретая новое звучание в ее жизни. Лена спасла не только кошку, но и себя. В тот день, когда она осознала свою силу и понимание, она сделала выбор в пользу жизни, вновь обретая надежду на то, что ждет ее за углом. Она начала оказывать помощь всем животным в приюте, и его работа стала ее призванием. Это стало шагом в новой реальности, когда она перестала бояться, и этот страх исчезал, словно неловкая тень. Теперь в их доме живет ласковая кошка Маруся и котята Макс и Снежок, полные жизнерадостности и радости, что дополнительно укрепляет их новую реальность как семьи, минувших все страдания и недуги. А Лена мечтает стать ветеринаром и уже помогает животным, просто закрывая глаза и представляя, как ее мечта сбудется, как будто каждое желание становится реальностью. «Спасибо тебе, Дар, за все, что ты сделал для меня», прошептала она, крепко прижимая пса к себе, радуясь вновь найденной любви, смелости и безопасности, которые теперь были ею опорой. А где-то в сердце Людмилы звучала молитва. «Спасибо, Господи, что услышал меня и подарил моей девочке защиту и свет, и она нашла в себе возможность расправить свои крылья и заново учиться жить плавно и счастливо, каждый день наполняя свою жизнь новой надеждой и любовью ко всему живому, что окружает нас».